Не сладко в нынешних реалиях нашим олигархам. 30 лет они считали себя королями мира, но все закончилось за считанные дни. Получился просто какой-то фантастический бумеранг. В первый день спецоперации на Украине суммарное состояние крупнейших российских предпринимателей сократилось на 39 миллиардов долларов и сокращается с каждым днем все больше и больше. Все три образа олигархов, о которых пойдет речь, можно было бы назвать карикатурами, но это реальные люди с очень большими деньгами. Первый образ – новые русские. В эпоху Ельцина они были олигархами-бандюками, которые приватизировали наследие СССР, ходили в малиновых пиджаках с золотыми цепями на шее, про них слагали легенды и анекдоты. Не случайно было взято название «Новый русский». Это был новый либеральный образец. Для новых русских не было ничего важнее личной наживы и культа потребления на показ. Мечта идеальной жизни – отжать кусок побольше и кутить на всю катушку легкими деньгами. Самые дорогие курорты, яхты и поп-звезды на день рождения. Вся эта показная роскошь сильно испортила имидж России в мире и очень навредила имиджу российского государства у собственного народа. Второй образ – респектабельность. Олигархи, как и все российские либералы, не любили все русское и почитали европейское. Как следствие, деньги стали хранить в европейских банках, чтобы влиться в цивилизованное европейское сообщество. У них были все внешние признаки респектабельной жизни. Они поменяли малиновые пиджаки на европейские дорогие костюмы и купили дома в хороших районах. Так появилась новая мечта российских либералов – купить недвижимость в Европе и жить припеваючи, имея приятный счет в надежном европейском банке. Такая либеральная мечта тоже ничего хорошего для развития России принести не могла. Люди, заработав в России деньги, путешествовали в Европу и за океан и тратили их там, продвигая бизнес-экономику Европы и США, а не собственную страну. Третий образ – нытик. Далее олигархи подрасслабились, считая, что теперь и они, и их деньги в безопасности. Но как они ошибались, ведь мы живем в нестабильном мире. И теперь российские олигархи дают интервью западным изданиям о том, что теперь у них нет денег даже нанять уборщицу или водителя. Счета заблокированы, к яхтам, виллам, самолетам нет доступа. Рассказывают, как ездили по банкоматам, снимая как можно больше денег наличкой. Этот образ слабых и ноющих россиян, которые когда-то были королями России, наиболее вреден для имиджа страны. Все понимают, откуда у них деньги. В России их точно никто не пожалеет. Да и на Западе над ними только посмеются. Олигархи своими интервью формируют жалкий образ русского человека. Будет неудивительно, если за интервью было обещано вернуть доступ к деньгам. Почему нет? Культ потребления – это легкий способ управления человеком. Именно этим Запад занимается, когда временно закрывает россиянам привычные кормушки потребления. Пишите свое мнение.